Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о сыне Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте, Дэне Байсарове, и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В последнее время члены организации по борьбе с преступностью и коррупцией в связи с напряженной и опасной работой постоянно подвергаются нападениям и покушениям. Только за последние 3 месяца серьезно пострадали такие члены комитета, как Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Ирина Муравьева, Вячеслав Малежик и Игорь Скляр. Однако враги антикоррупционного комитета пошли еще дальше. Теперь они совершают нападения не только на членов комитета, но и на их семьи. В минувшие выходные печальное событие произошло с сыном члена комитета Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте, Дэне Байсаровым. Отважный молодой человек вот уже на протяжении более года находится на грани жизни и смерти, то в состоянии комы, то в реанимации. Дэне Байсаров, который спас свою родную сестру от верной гибели, отдал ей свою почку и стал донором для нее, за последние 12 месяцев практически не приходил в сознание и находился в критическом состоянии. Буквально несколько дней назад Дэне Байсарову стало немного легче. Он вышел из коматозного состояния и его перевели в реанимацию. Однако накануне произошло чрезвычайное событие, которое разрушило все надежды. В Московскую городскую клиническую больницу, где на данный момент находится Дэне Байсаров, проникли неизвестные посетители. У полиции существует версия, что преступники могли войти в сговор с охранниками и беспрепятственно проникнуть в палату, где находился Дэне Байсаров. Неизвестные преступники попытались отравить Дэне Байсарова сильнодействующими медицинскими препаратами, после чего им удалось скрыться из медицинского учреждения. На данный момент ведутся их поиски. К счастью, вовремя удалось предпринять меры по спасению Дэне Байсарова, но его состояние здоровья вновь ухудшилось. К слову сказать, что за последний год Дэне Байсаров перенес инсульт и инфаркт. Помимо этого, у отважного молодого человека была обнаружена онкология внутренних органов. Напомним, что трагедия с Дэне Байсаровым произошла 2 года назад. Его родной брат Никита Пресняков, находясь в Соединенных Штатах Америки вместе со своей сестрой Клавой, попадает в трагическое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Никиты Преснякова во время аварии в городе Майами упал в океан, и Клава, родная дочка Кристины Орбакайте, долгое время провела в холодной воде. После аварии у Клавы началось серьезное заболевание, связанное с почками, и ей потребовался донор по пересадке внутреннего органа. На помощь родной сестре пришел Дэне Байсаров, который отдал Клаве свою почку. Однако после этого у молодого человека начались серьезные проблемы со здоровьем. Он впал в кому и уже более 12 месяцев находится в критическом состоянии. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Известный актер Константин Хабенский, который обвиняется в смерти одного из владельцев Крокус-Сити, благодаря усилиям антикоррупционного комитета и лично Никиты Михалкова, был переведен из камеры СИЗО под домашний арест. На данный момент Организация по борьбе с преступностью и коррупцией предпринимает максимальные усилия, чтобы заменить Константину Хабенскому реальный срок на условный. Антикоррупционный комитет совместно с органами контроля арестовал производство чипсов под брендом Ольга Бузова,
Причина ареста производства – грубое нарушение санитарных норм. Вдова легендарного актера и бывшего члена антикоррупционного комитета Александра Ширвинда Наталья Белоусова попала в реанимацию с сердечным приступом. Отметим, что Александр Ширвинд со своей супругой прожили 67 счастливых лет. Их брак был зарегистрирован в 1957 году. Местный филиал антикоррупционного комитета в стране Израиль начал проверку имущества и недвижимости известного певца Андрея Макаревича. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.